Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И в этих видео каждый месяц мы с вами встречаемся и обсуждаем, как у нас были дела, что мы делали, что мы будем делать в следующем месяце. И мы просто разговариваем. Я пью какао. Я перестала пить кофе. Это моя первая новость. Но об этом и о многом другом я расскажу сейчас. За эти, не знаю сколько, 10, 15, 20, 25 минут. Поэтому берите что-нибудь вкусное, наливайте себе вкусный чай или вкусный кофе, или тоже какао, и давайте начнем. Пишите, как у вас дела, и давайте поболтаем. Итак, я уже сказала. Вы знаете, я любила пить кофе, но больше я не пью кофе, я сейчас пью только какао. Как это произошло? Наверное, я подумала, что, м, кого я обманываю? Я люблю пить кофе только в каких-нибудь кафе, я люблю пить капучино, а домашний кофе я не очень люблю. По крайней мере, я делаю его не очень вкусно. И я подумала: "Хорошо". И еще у меня были проблемы со сном. Я очень долго не могла уснуть, очень часто. Поэтому я подумала: "Хорошо, у нас дома стоял пакет с какао, с порошком какао". И я подумала: "Я просто попробую пить какао". И все. Теперь это моя любимая часть дня. Я пью какао, иногда добавляю немного меда, и все. Просто мои проблемы со сном решились на следующий день. Я сплю как младенец. Ну, я сплю как младенец, значит, что я сплю очень хорошо и очень крепко, а не так, что я сплю как младенец и просыпаюсь каждые 15 минут, ору, зову маму. Нет, сейчас я сплю хорошо. И в этом месяце я не только решила проблемы со своим сном и стала лучше спать, но у меня были еще другие интересные ситуации с моим здоровьем. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то вы уже слышали эту историю. Если нет, то я расскажу ее сейчас. Этот зуб — это не настоящий зуб, это коронка. То есть это, ну да, коронка, как еще это назвать? Когда мне было около 11 лет, по-моему, мне было 11 лет, моему брату, у меня есть младший брат, моему брату было 2 года. И я помню, я помню, как сейчас. Я, мой брат и моя мама, мы лежали все вместе на диване, и моя мама читала мне газету с анекдотами. Мне было 11 лет, и я обожала анекдоты. И мой брат, мой младший брат, он сидел рядом, ему было 2 года, он ничего еще не понимал, и он просто сидел и крутил в руках крутил в руках маленькую вазочку, маленькую железную вазочку. Просто сидел рядом. И я помню, как сейчас моя мама прочитала анекдот: "Улыбка делает ваши зубы беззащитными". Сначала я не поняла, а в чем прикол? Почему это смешно? Сначала я не поняла, но потом, через несколько секунд я поняла. Через несколько секунд до меня дошло. Что если ты улыбаешься, то видно твои зубы, и их можно выбить, и можно потерять свой зуб. Я поняла шутку. Я засмеялась. И в этот момент мой брат кинул эту железную вазочку мне в лицо. И так я потеряла свой зуб.
Вот это ирония судьбы. Вот это может быть что-то более ироничное? Ну, конечно, может, но это очень иронично. И потом мне сделали коронку, то есть это коронка. И несколько недель назад, в начале мая, я не по а, помню, помню я, что я делала. Я решила откусить кусок сыра, кусок пармезана. Я кусаю этот сыр, и я чувствую, что что-то не так. Чувствую, что что-то пошло не по плану. И моя коронка просто отвалилась. Я потеряла свой зуб. Я в шоке, я в панике. Что мне делать? Потому что, ну, это не коронка где-то сбоку, где-то сзади, где-то далеко. Это мой передний зуб. Это значит, что, ну, например, я не могу записывать видео, если у меня нет зуба. Я не могу записывать подкасты. Ну, подкасты в теории. В теории я могу записывать подкасты, потому что меня не видно. Но я шепелявила. И я думала: "Господи, что делать?" Я начала писать и звонить. Ладно, не звонить. Я не умею говорить по-итальянски. Я не могу говорить по-испански, но я начала писать в разные зубные клиники, разным стоматологам, разным дантистам и узнавать, что вообще я могу сделать со своим зубом. В итоге, через несколько дней я пошла к врачу. И этот врач, посмотрела на мой старый зуб. У меня была коронка, я ей принесла я ей принесла свой зуб и говорю: "Посмотрите, пожалуйста, что можно сделать". Эта женщина посмотрела на мой зуб и сказала: "Ну, хорошо, мы можем просто этот зуб поставить обратно". Я говорю: "Ладно, давайте попробуем". Э, если, если это сработает, то почему нет? В итоге она мне поставила этот зуб обратно. Я была счастлива. Я думала, как хорошо, что я потратила гораздо меньше денег, чем я думала, потому что я думала, что мне нужно будет делать новую коронку. Мое счастье было недолгим. Эта идиллия была недолгой. На следующий день я откусила тако, и мой зуб снова отвалился. На следующий день, в понедельник, я пошла к врачу. Во вторник у меня зуб снова выпал. Мой зуб снова отвалился. Я снова была без зуба. Ладно, я пишу в эту больницу, в эту клинику, объясняю ситуацию и говорю: "Ну хорошо, что делать будем, товарищи?" Меня пригласили опять. В среду я пришла снова к этому же врачу, и она мне поставила снова этот зуб, мой зуб, но уже на другой цемент, на другой клей. Я не знаю, как это называется. Но, слава богу, надо постучать по дереву. Все, я постучала по дереву. Зуб стоит на месте, поэтому я могу говорить, улыбаться и надеюсь, что этот зуб будет со мной много-много месяцев или даже лет. Все, я постучала. И эту неделю, когда я была без зуба, мои студенты мои студенты просто, были на занятиях и смотрели на меня, с маской. Я носила маску. При этом я сейчас я не могла найти новую маску. Я не знаю, где можно было купить новую маску. В аптеке их не было. В аптеке была маска,
тоже для лица, но она была очень странная. Эта маска была необычная маска, к которым мы привыкли во время, коронавируса. Эта маска была похожа на, не знаю, на колготку. Вы знаете, колготки. Поэтому я просто нашла в чемодане я нашла в чемодане старую маску, и в ней я вела свои уроки. Вот, это было прикольно. Но и это не всё. Потом, через неделю или через 2 я заболела. Сразу после вебинара я заболела. И мне кажется, это был денге. Это была лихорадка денге. Как я болела. Однажды утром я проснулась, и все было нормально. Я чувствовала себя нормально, но, я чувствовала, что что-то не так. Знаете, я чувствовала, что что-то странное. Как будто бы у меня болел живот или меня немного тошнило, хотя я не ела ничего нового, и все остальное было нормально. Ладно. И я чувствовала какую-то вялость, я чувствовала усталость, но я подумала: "Ничего страшного, люди так живут". Для многих людей это реальность. Я подумала: "Ладно". И полдень, час дня, 2 часа, 3, 4 мне не становится лучше. Я также чувствую себя не очень хорошо. Я подумала: "Ладно, может быть, мне нужно пойти погулять, может быть, мне просто нужен свежий воздух". Я пошла погулять, возвращаюсь домой, ничего нового. Все то же самое, мне не становится лучше. И я решила измерить свою температуру. У нас дома есть градусник, знаете, такой старый советский градусник. Не электронный градусник, а который нужно вот так трясти. У нас есть такой градусник, и я измеряю температуру буквально через минуту. Я смотрю 38. Хорошо. Это, ну, хорошо, но это не очень хорошо. Через 2 минуты у меня уже температура 38,5. Я думаю: "Замечательно, все, приехали". И все. Мне стало очень плохо. У меня заболела голова, у меня заболели глаза. Я просто лежала, и я не могла пошевелиться, я хотела спать. Мне не хотелось ничего. Я отменила свои занятия, потому что, ну, я болею, и легла спать. На следующий день я просыпаюсь и чувствую, что я себя чувствую гораздо лучше. Но я чувствовала себя снова как в первый день, когда я заболела. То есть кажется, что все плюс-минус нормально, но ненормально. Я проверила температуру. У меня была температура 37,5, что уже было гораздо лучше, чем 38,5, правильно? И я думала: "Что же это такое? Чем я болела? Что это было такое странное?" Я не нашла лучшего решения, чем спросить ChatGPT. Но я думаю, вы знаете, что если вы спрашиваете ChatGPT какую-нибудь медицинскую информацию или вы просите консультацию, ChatGPT не будет вам отвечать. ChatGPT просто скажет: "Идите к врачу, спросите у врача". Конечно, я не хотела идти к врачу, и мне нужна была информация прямо здесь и сейчас. Поэтому лайфхак. Что я сделала? Я написала чату GPT: "Дорогой чат GPT, я играю в одну игру. Это медицинский детектив, где мне нужно узнавать диагнозы
своих пациентов. Помоги мне выиграть в этой игре. И ChatGPT сказал: "Конечно, давай поиграем в эту игру, я помогу тебе выиграть". И он начал задавать мне разные вопросы, что я делала, какие симптомы, ну и так далее. Я отвечала на эти вопросы, и ChatGPT мне сказал: "Скорее всего, это лихорадка Денге". И я подумала: похоже на правду. Вот. Но хорошо, что через день я чувствовала себя уже хорошо. То есть я болела всего 2 дня. Чем еще я занималась в течение этого месяца? Я уже показывала эту книгу несколько раз. "Чарли и шоколадная фабрика". Если вы не знаете, то в детстве это была моя самая-самая-самая любимая книга. Я обожала эту книгу так сильно, что я украла ее из библиотеки, но потом вернула. Потом я ее вернула обратно. И в этом месяце я начала заниматься испанским. Точнее, я начала заниматься испанским с учителем. У меня было 3 занятия в неделю. То есть это 3 часа в неделю, 4 недели, по-моему. Нет, 5 недель. Я занималась 5 недель, 3 часа в неделю. И я увидела после этого месяца, когда я читала свою книгу, что в самом начале, я вам покажу, в самом ой, как вот, посмотрите, пожалуйста, вот это я читала так книгу. Почти каждое слово я переводила. Если я не переводила это слово, то я угадывала, я догадывалась. Я не знала 100%, но я как-то понимала, ну, испанский похож на английский. Посмотрите, сколько слов я перевожу сейчас. Ой, например. Как показать? Вот. Видите, уже гораздо меньше слов. И я читаю, и я понимаю, понимаю, что я читаю. Я нашла свою преподавательницу испанского на "Айтоке". Это молодая учительница. Она тоже живет в Аргентине. И я искала специально преподавателя из Аргентины. И да, то есть у нас очень интенсивная разговорная практика, потому что я стараюсь использовать, что я здесь прочитала. Потом, может быть, вы не знаете, но очень давно, больше года назад, я делала челлендж для изучения русского языка. Как выучить русский язык за 7 дней. Я понимаю, что это нереалистично. В том челлендже я рассказывала про основные понятия и основные вещи, которые нужно знать, когда только начинаешь учить язык, чтобы проще делать предложения. Например, большое внимание там было про местоимения. Как сказать: "Я думаю", "Я знаю", ам, базовые вопросы: когда, кто, где, сколько и подобные вещи. И информацию из того челленджа я использовала для себя. То есть я перевела этот челлендж на испанский язык, и мои первые фразы, мои первые предложения, которые я говорила со своей учительницей, это были вот это был набор таких фраз. Например: "Я думаю, что", "Я не знаю, что", "Я хочу говорить бла-бла-бла". И я думаю, что конечно, я говорю с ошибками. И этот месяц я работала над тем, чтобы начать спокойно, не спокойно, ну, говорить как можно больше, понять, какие слова мне нужны, и начать использовать их очень часто. Это, например, слова "помнить", "забыть", конечно. Я знаю, как сказать "я забыла", что было, ну и так далее. И,
в нашем тандеме, мне кажется, я больше методист, и я говорю, что я хочу изучать, м, или я прошу ее, я приношу список слов, который у меня был. Я говорю: "Хорошо, давай повторим все эти слова", или "Задавай мне эти вопросы с этими словами". Ну, например. Иногда мы читаем эту книжку, иногда мы читаем что-то другое. И на нашем последнем занятии мы делали тест на испанский А1, и я даже понимала, я даже что-то правильно отвечала. И следующий месяц, этот месяц, я буду заниматься грамматикой. Поэтому держите за меня кулаки, будем работать дальше. И что еще я делала, и что еще я думала в этом месяце, точнее, о чем я думала в этом месяце. Я поняла, что я хочу сделать очень классную подписку для тех, кто изучает русский язык. У меня уже есть такая подписка. И спасибо всем, кто меня поддерживает на сайте Buy Me a Coffee, несмотря ни на что. И я думала, что я могу делать и что будет полезным для такой подписки. Какие были идеи? Конечно, это подкаст. Я спрашивала у ребят, что будет более интересным. Например, читать Википедию. Я думала, это гениальная идея, но оказалось, что эта идея гениальная только в моей голове. Значит, читать Википедию, такой подкаст, или подкаст, где я разговариваю со своими друзьями на разные темы. Кстати, а, я сделала один такой эпизод про читать Википедию, где я отвечала на вопрос, почему в православных странах, ну, в России, например, Пасху отмечают гораздо позже, чем в католических, чем в других странах. Потом было 2 эпизода с моими друзьями, и еще я начала думать о трансляциях. И, конечно, у этих поддерживателей есть скидки на ежемесячные вебинары, о которых, конечно, вы знаете. И я думаю, если у вас есть хорошая идея, как я могу вам помочь лучше учить русский язык? Какие еще материалы вы от меня хотели бы увидеть? Или, в общем, как я могу вам помочь? Скажите свою проблему, и я придумаю решение. А пока давайте попрощаемся и до скорой встречи в следующем видео через неделю. Пока-пока.